Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю великолепный пирог из слоеного теста со сливами. Это быстрый и очень эффектный десерт. Пирог выглядит по-настоящему празднично из-за интересной формовки в виде цветов. Хрустящее слоеное тесто, а внутри сочные сливы. Вообще этот пирог я даже рекомендую подавать с шариком мороженого, будет еще вкуснее. Для рецепта мне понадобится. И в первую очередь надо подготовить сливы, удалить косточку. Всего для рецепта я использую 12 слив. И сливы я складываю попарно, так как в каждый кусочек теста я буду заворачивать одну сливу. Друзья, а вы любите выпечку со сливами? Я, например, ее просто обожаю. И у меня на канале есть уже довольно много рецептов со сливами. Я оставлю ссылки под видео в описании. И также есть очень вкусное сливовое варенье. Также сразу я подготовила форму, в которой буду выпекать мой пирог. Диаметр 24 сантиметра. Выстелила ее пергаментной бумагой. Бумагу я ничем не смазываю, она у меня хорошего качества. Сливы у меня не сладкие, поэтому я буду использовать 80 граммов тростникового сахара. Это примерно 4 столовые ложки. Если вы хотите, вы можете уменьшить количество сахара. Добавляю в сахар корицу и перемешиваю. Конечно, вместо коричневого сахара можно использовать и обычный белый. Для моего рецепта я использую вот такое готовое слоеное тесто. 2 куска, каждый по 250 граммов. Тесто раскатано очень тонко, поэтому ничего здесь раскатывать мне не надо. Я буду уже использовать готовый пласт. У меня в помещении очень жарко, поэтому я тесто слегка подсыпаю здесь мукой, чтобы оно не прилипло. Совсем чуть-чуть. И разделю его на 6 частей. Всего мне понадобится 12 кусочков теста из 2 пластов, поэтому каждый пласт делю на 6 частей. Сливы очень сочные, поэтому, чтобы слишком сильно они не потекли, я выкладываю прямо в середину примерно по пол чайной ложки кукурузного крахмала. Беру сливу, раскрываю ее, одну половинку выкладываю на тесто, насыпаю сахар с корицей, примерно 2 чайные ложки, такие хорошие. Как я уже сказала, у меня сливы не очень сладкие. Закрываю второй половинкой и закрываю тесто. Вот так его просто свободно поджимаю. Получается как бы такой цветок, а в серединке слива. Точно так же формирую все кусочки теста. Края здесь немного поджимаю, а здесь уже лепестки выкладываете, как вам больше нравится. Все очень просто. И сразу же вот эти вот лепестки пирога переношу в форму. Выкладываю их рядом друг с другом на небольшом расстоянии. Вот эти лепестки старайтесь немного приподнять кверху, чтобы потом тесто хорошо раскрылось. И теперь мне осталось тесто смазать сверху яйцом. Хорошо его разбалтываю и промазываю. Так тесто получится румяное и красивое. И сейчас пирог отправляю выпекаться в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Если вы увидите, что сливы сверху начнут слишком сильно подпекаться, можно прикрыть сверху пирог фольгой. Пирог я достала из духовки. Вы посмотрите только, как внутри здесь булькает сливовый сироп, сливовый вот этот сок с сахаром, с корицей. Как это вкусно пахнет. Кожица на сливах прямо начинает отделяться. Если вы хотите, ее можно снять, можно оставить. Это очень вкусно. Выглядит пирог потрясающе. Ну и, конечно, его надо оставить остывать до полного остывания, чтобы застыл вот этот сироп внутри, и он пропитает тесто. Семья просто отказывается ждать, когда пирог полностью остынет, поэтому я его еще теплым буду подавать к столу. Сверху присыпаю сахарной пудрой. Вы только посмотрите, какой сочный, какой влажный пирог. Тесто пропиталось, оно очень хорошо пропеклось. Сверху хрустящее, а внутри оно просто пропитано вот этим сливовым соком. Вообще этот пирог я даже рекомендую подавать с шариком мороженого, будет еще вкуснее. И как великолепно сочетается аромат корицы со сливами. Обязательно попробуйте этот рецепт. Это и быстро, и просто, и очень вкусно.